Куб Эли спрашивает: What is your favorite thing to do? Что ты больше всего любишь делать? Куб Эли. Больше всего на свете я люблю кушать. Я думаю, по моим щекам это заметно. Why home in спрашивает: What do you miss most about Russia? Почему ты скучаешь? Имеется в виду из России. Больше всего я скучаю именно по родственникам, которые остались у меня в России. Поэтому я очень люблю ездить в гости в Россию. И у меня были планы поехать в Россию этим летом, но из-за вот этой всей пандемии, скорее всего, в этом году я пропущу эту поездку и поеду либо уже следующим летом, либо, возможно, зимой, либо весной. Посмотрим по погоде, по возможностям своим, в том числе финансовым, потому что кризис бомбанул по всем, да. Так что, если вы хотите поддержать мой канал, заходите на мой сайт easyrussianclub.com и поддержите меня покупкой моего курса по русскому языку, чтобы вы могли и убить время, и выучить русский язык, и поддержать своего любимого блогера. Mahmoud 700D AAAAA. Какие, по-твоему, хорошие фильмы или сериалы для улучшения русского? Так, хороший фильм — это «Жара», это «Питер ФМ». И я знаю, что эти фильмы есть с русскими и с английскими субтитрами. И сериал мне очень нравится «Интерны», потому что там очень простые диалоги, очень простые фразы используются, слова. Если опустить всю эту медицинскую терминологию и оставить только разговорную часть сериала, то оттуда вы сможете выхватить столько фраз, которые вы будете в дальнейшем использовать в своей повседневной речи, чему вас ни один учебник по грамматике не научит. Поверьте мне, лучше учить фразы, их правильное произношение от носителя языка, непосредственно услышав эту фразу, как ее произнесли. Если вы сначала услышите новую фразу или новое слово, а только затем увидите, как оно пишется на бумаге, то такое слово или фразу будет много легче запомнить. QHA. Зачем я спелю? Ну окей. Q, hey, where is me? Окей. Do you listen to any metal song? Слушали ли какой-нибудь металл? Не знаю, что есть металл, но мне нравится Bullet for My Valentine. По-моему, это хардкор. Короче, вот такие вот жесткие группы я очень люблю слушать. Особенно если я еду за рулем уже более 6 часов, и я понимаю, что сейчас я усну. Тогда я врубаю буллетов, и они еще ни разу меня не подводили. Следующий вопрос. Кларк T. 2018. Привет, Кларк. Это мой давний подписчик. What is your first memory in life? Какое у меня первое воспоминание в жизни? Мое самое первое воспоминание было, когда я была еще совсем маленькой. Я помню, что я лежала в колыбельке. Да, я помню вещи, которые происходили со мной, когда мне было 9 месяцев. Когда мне потом мама рассказала, сколько мне было, когда это произошло. Я помню, что я лежу в колыбельке и вижу, как оса залетела через форточку в комнату и летает надо мной. Как мне было страшно, как я лежала, вообще старалась не двигаться. И эта зараза села мне прямо на мизинец и укусила меня. Потом, когда я уже подросла, я как-то между делом спросила маму: а ты помнишь, вот тогда пчела, вот она летала, она меня укусила за палец. Моя мама так удивилась, говорит: как ты можешь это помнить, если тебе было 9 месяцев в тот момент? Так что у меня очень хорошая память, я реально помню большую часть своего детства. Вот я помню практически все. Давайте последний вопрос. Hani Sayed 7415. What do you wish to happen, but it's impossible? Что бы ты хотел, чтобы произошло, но это сейчас невозможно.
Мне бы хотелось, наверное, знаете, много всяких мыслей пришло в голову, но чтобы какую-то одну вычленить из всего этого многообразия, даже не знаю, но мне бы хотелось, чтобы у всех людей этого мира была возможность получить образование в той сфере, в которой они хотели бы, чтобы все образование было бесплатным, чтобы люди вокруг стали чуточку добрее. На данный момент мне бы, наверное, хотелось, чтобы просто этот вот ужасный вирус, который пришел к нам в мир, чтобы он исчез. Это, наверное, самое главное, что бы я хотела, чтобы все были здоровы, и чтобы я завтра проснулась, и это все оказалось каким-то, знаете, страшным сном. Вот. И чтобы люди больше не умирали от него. И чтобы люди больше не умирали от вот этого самого вируса. Так, это было все на сегодня. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Я пойду спать, потому что у нас уже сейчас уже 12 часов ночи. Я сегодня снова хотела лечь спать пораньше, но что со мной сделать? Я неугомонная. Я не могу просто взять, лечь, закрыть глаза и уснуть. Обязательно надо что-то сделать. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте видео к себе, делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь также на мой инстаграм MaryZRussian. Я буду очень рада вас там видеть. Я всех вас целую и до новых встреч!